Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одну систему сигнализации от Blitzwolf, модель BV-IS-22. Это более бюджетная модель, если сравнивать с Blitzwolf BV-IS-6, про которую я рассказывал ранее, ссылку оставлю в описании. Но при этом основная функциональность та же самая. Кроме штатной системы управления TUI Smart, рассмотрим интеграцию и управление устройством в системе Home Assistant. Модель Blitzwolf BV-IS-22. Интерфейсы Wi-Fi 2,4 ГГц, GSM RF 433 МГц. Тип лотка microSIM. Система управления Blitzwolf TUI Smart Smart Life. Максимальное количество датчиков 99. Громкость сирены 110 дБ. Встроенный аккумулятор 500 мАч. Что касается оформления, тут производитель остается верен своим традициям. Картонная коробка в бело-зеленом оформлении с указанием логотипа и номера модели устройства. Сразу не очень понятно, что же там внутри, даже если прочитать краткие параметры. Что-то с аккумулятором, сим-картой, 5-вольтовым питанием и поддержкой Wi-Fi. Хотя коробка довольно хлипенькая, ее содержимое надежно защищено толстыми противоударными перегородками, так что за пересылку переживать не нужно. Комплект поставки минимальный. В коробке нашелся управляющий модуль сигнализации, один датчик открытия и один пульт управления. Остальное придется докупать отдельно, и это удобнее делать сразу при заказе базового комплекта. Комплектная инструкция мультиязычная, русского нет, но есть английский. Ничего особенно интересного в ней не нашлось, кроме разве что способа сбросов заводские, для чего нужно зажать кнопку на 15 секунд. Беспроводный пульт, он работает на частоте 433 МГц. Кстати, точно такой же, как шел в комплекте с BVS-6. Кстати, в экосистеме TUI Smart есть аналогичная от других производителей. С помощью 4 кнопок можно управлять всеми 4 режимами сигнализации. Датчик открытия тоже 433 МГц. Его срабатывание обеспечивается гирконом. Это находящиеся в закрытой колбе контакты, реагирующие на магнит. Магнит находится во второй маленькой части датчика. Если магнит находится возле гиркона, его контакты замкнуты, далеко разомкнуты. Основной модуль имеет почти кубическую форму. Длина и ширина его составляют 65 мм, а высота 45 мм. В отличие от BVS-6, тут нет ни экрана, ни органов управления. На самом деле это хорошо, так как модуль желательно установить максимально незаметно. На корпусе имеется одна единственная кнопка, да и к той доступ нужен очень редко и точечно. Например, при подключении или сбросе сигнализации в заводские установки. На другой стороне находятся все разъемы. Отсек для установки микросим-карты, отверстие микрофона, разъем для подключения внешней сирены и порт питания в формате microUSB. На нижней части находится переключатель включения и выключения сигнализации. Это тоже одна из причин, по которой модуль необходимо устанавливать максимально незаметно. Сим-карта ставится неожиданно контактами вверх, а обрезанным углом наружу. Впрочем, в BVS-6 она ставилась точно так же, так что лично для меня это не было сюрпризом. Кстати, мне кажется, что можно было бы предусмотреть какие-то крепления, чтобы можно было устанавливать устройство на стену. По крайней мере, было бы больше вариантов. После подачи питания устройство готово к подключению в управляющую систему. Если нужно будет переключить режим подключения, нужно удерживать кнопку около 5 секунд. Хотя родной системой управления считается Blitzwolf, он представляет из себя не что иное, как сильно урезанный по функционалу клон TUI Smart. Поэтому я сразу выбираю основную, материнскую систему. Ищем в разделе сигнализация Wi-Fi версию, переключаем телефон на 2,4 ГГц сеть и убеждаемся в том, что индикатор на сигнализации быстро мерцает. В течение примерно минуты устройство подключается, инициализируется и добавляется в систему. Тут же приходит тестовое сообщение о сработке. Это нормально для устройств такого класса. В верхней части плагина находится информация о уровне заряда аккумулятора и качества подключения к сотовой сети. Далее идет окно режима работы. В режиме снято с охраны система не реагирует ни на какие датчики, кроме установленных в режиме 24 часа. Полная охрана реагирует на все датчики. И режим частичная охрана, который будет реагировать на датчики частичной охраны и 24 часа. Четвертый режим – это SOS – мгновенная сработка сирены сигнализации и отправка уведомлений как через приложение, так и по каналам сотовой связи. Журнал истории хранит все сработки, а также переключение режимов работы сигнализации. В режиме настроек можно изменить более 20 параметров сигнализации, обратный отсчет, отправку уведомлений и так далее. В меню выбора языков 5 вариантов, включая русский.
Например, задержка на выход– это время между активацией режима охраны и, собственно, постановкой на охрану, когда сигнализация начнет реагировать на датчики. В меню таймеров можно задать автоматическую постановку или снятие в определенное время и дни недели. Наличие сим-карты позволяет использовать для управления и уведомлений мобильную сеть. Для этого нужно указать номера телефонов для дозвона и отправки смс-сообщений, а также включить эти опции в настройках. Датчики подключаются в меню «Аксессуары». По умолчанию тут уже добавлен комплектный датчик. Сам процесс добавления выглядит следующим образом. После нажатия на плюсик справа сверху нужно будет сделать сработку. Причем можно как открытие, так и закрытие. На это событие и будет реагировать сигнализация. Аналогично добавляется и пульт, вызывается сработка, то есть нажатие на любую из клавиш, и аксессуар прописывается в системе. Каждый из подключенных датчиков имеет несколько режимов работы. 24 часа вызовет сработку в любом режиме. Частичная охрана в одноименном режиме, нормальная задержка в полной охране и 24 часа тишина будет по сути отключен. Пример постановки на охрану и сработки по датчику открытия. Система безопасности ОКО Плюс выключена. Примеры уведомлений в приложении по изменению режимов работы сигнализации и активации режима SOS. При активной сим-карте и включенных режимах смс-оповещений и звонков, кроме уведомлений в приложении, все будет дублироваться по смс, а в случае сработки на телефон поступит звонок от сигнализации. В этом режиме можно снять с охраны, послушать обстановку и поговорить. Примеры уведомлений по смс в приложении в случае отключения и восстановления питания. Благодаря встроенному аккумулятору устройство может некоторое время работать автономно. Можно не только принимать звонок, но и звонить с разрешенного номера на устройство. Звонки с неизвестных номеров сбрасываются. При дозвоне доступны следующие опции. 1. Постановка на охрану. 2. Снятие с охраны. 3. Мониторинг. И 4. Домофон. Сигнализация работает в автоматизациях TUIA Smart. В режиме триггеров и условий предоставляет более 20 различных параметров, хотя и не все из них реально применимы. В частности, в качестве триггера можно использовать изменение состояния сигнализации. Есть режим тампера, хотя самого тампера я не увидел. Низкий уровень заряда батареи датчика. Можно следить за состоянием и аксессуаров, и сотовой сети, и самой сигнализации, и при необходимости предпринимать те или иные действия или отправлять уведомления. Соответственно, устройство можно использовать и в действиях автоматизации. Тут доступны те же более чем 2 десятка параметров, хотя, как и в случае с триггерами, не все из них реально применимы. Например, управление режимами отправки смс-сообщений и звонков, управление звуковыми оповещениями тревожной сирены. Можно менять параметры режимов, имеющие временные интервалы и так далее, хотя большая часть из этого настраивается вручную один раз. В качестве примеров автоматизации можно привести постановку на охрану по нажатию на кнопку логического выключателя, в некоторых случаях это будет удобным. Автоматическое снятие с охраны при определении местоположения, например, когда вы будете подходить к дому. Отключение освещения при постановке на полную охрану – это тоже вполне применимый кейс. В штатной интеграции TUIA устройство не появляется, лучше всего использовать Local TUIA, про которую я рассказывал в уроке 9.5, для работы с которой нужно получить ключ устройства. Далее, для того чтобы разобрать, как и чем можно управлять в этом устройстве, добавляем его через GUI, настройки интеграции Local TUIA. Далее ищем в списке обнаруженных устройств сигнализацию и добавляем вручную все обнаруженные датапоинты. Их тут более 20. В качестве имен я использовал собственные номера датапоинтов. Тип, чтобы не усложнять себе жизнь, можно выбирать сенсор для всех. После этого начинаем менять и переключать опции, смотреть параметры, каких датапоинтов меняются. Расшифровку, что за какой параметр отвечает, записываем. Далее сущность из GUI я удалил за ненадобностью, в данном случае YAML гораздо удобнее. Также для удобства я создал файл паккаджа, в котором можно хранить все данные. В нем в секции Local TUIA сигнализация была прописана вручную. Нужно указать ее IP-адрес, ID и ключ. Описываем все интересующие нас датапоинты. Для примера я взял первые 4,
где первые 3 объявлены как сенсоры, а 4 как бинарный сенсор. Для управления режимами сигнализациями, это первый датапоинт, я создал выпадающий список. Имена режимов я взял из значений, которые передает сигнализация. Второй датапоинт – время задержки перед сработкой в секундах. Для него я создал input number от 0 до 60 секунд. Третий датапоинт – время работы сигнализации в минутах. Для него создан input number от 0 до 10 минут. Для каждого из инпутов сделана автоматизация, суть которой сводится к тому, что при изменении его состояния значение при помощи сервиса local2setDP передается в соответствующий датапоинт. Так можно делать для любого параметра сигнализации. Текстовый вариант этого пакеджа вы найдете в описании под видео. Что касается 4-го датапоинта, который я определил как бинарный сенсор, так как он может иметь только одно из двух состояний, я сделал шаблонный свич. Его состояние берется из этого самого бинарного сенсора, а при включении и выключении сервис local2setDP присваивает этому датапоинту значение правда или ложь. Вот так это работает. Все управление сигнализацией происходит по локальной сети и полностью доступно для работы автоматизации Home Assistant, включая постановку, снятие с охраны и управление всеми параметрами устройства. Не лишенное некоторых недостатков, но тем не менее практически применимое решение для организации сигнализации. При использовании с Home Assistant можно использовать любые датчики, заведенные в него как охранные для сигнализации, что существенно расширяет ее возможности. Кстати, сигнализация отлично служит индикатором пропадания электроэнергии, причем с информированием по SMS, не зависит от интернета. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Не ленитесь ставить лайки, это здорово мотивирует. А еще лучше будет, если вы подпишетесь на мой канал. Кроме YouTube, я веду и телеграм-канал, ссылка в описании. Присоединяйтесь, там очень много интересного. До свидания, до новых встреч.